Привет, с вами проект The Future is Now. Это Сона, я Эль. И мы в гостях сегодня в скульптурной мастерской у Валентина Коржова. Здравствуйте, добро пожаловать в мою студию. Здесь происходит очень важный, такой почти финальный процесс завершения произведения. Это painting. Здесь происходит окраска произведений. Всего я работаю в 3 студиях. В первой происходит формовка, готовятся формы, это литье, это эпоксидные смолы, это гипс. Дальше работа поступает сюда. И сегодня мы еще пойдем в мою студию, где происходит финализация произведений, их комплектация. Здесь происходит завершение финализации произведений для Cosmos. Это Ларакон. Одно из скульптурных произведений, которое будет представлено. И сейчас я занимаюсь финальной доводкой. Произошла уже покраска, и сейчас коутинг, полишинг. Я закрываю это произведение с одной стороны защитой, а с другой стороны придаю ему вот этот вот замечательный блеск. Поскольку сам материал прозрачный, то в сочетании с лаком он начинает обретать облик керамики, керамической глазури. Я пытаюсь, чтобы эта форма обрела такое ощущение блеска керамики, вечного и вечного материала, когда глина прошла термы, когда глина прошла облик. В момент, когда эффект достигнут, то есть достигнута пленка, а пленка должна быть толстая, то есть чтобы мы видели вот этот вот блеск, ведь глазурь на керамике это фактически миллиметр. Ну, от 15 слоев я должен сделать для того, чтобы вот получить этот эффект, вот это ощущение онтологическое вневременного. Вот когда мы видим керамический горшок, мы понимаем, что это то самое бывшее, что было в прошлом, и то самое будущее, которое будет в грядущем. И вот в акте, в этом покрытии я пытаюсь осуществить это событие. Поскольку вы видели фигуру до покрытия, вот сейчас, предъявив его, будет очень большой вопрос все-таки, какой это материал. И вот эта неопределенность, вот эта фрустрация является одной из неотъемлемой частью финальной стадии вот этой вот лакировки. Вот в этом объекте присутствует порядка 12 или 15 цветов. Мы можем видеть розовый, мы можем видеть фиолетовый, мы можем видеть несколько голубых. Это все я подавал с аэрозольного баллона. Это не просто темнее и светлее, а это несколько оттенков голубых. Это 2, 3 или 4 оттенка сиреневых. Это 2 или 3 оттенка розовых. Вот здесь присутствует, ну, наверное, это вот сколько я просто физически мог в момент брать руки, пока работа была сырая. Это как акварель. Когда я беру, я пылю сразу с 2 баллонов. Происходит краска еще растворитель, все это течет, краска еще не застыла, они начинают смешиваться. Я беру 2 баллона, потом беру еще несколько, потом 2. Все это акварель, это настоящая живопись. Оно все течет, оно смешивается. Единственное, твое это только энергия и вот некая интуиция. Например, вот очень сложная живописная работа. Вот этот объект. Но ведь это видно, что я не мог это задумать. Я не мог вот эти вот переходы, вот этот вот мелкий дриппинг, вот эти вот тонкие нежные оттенки. Я мог только направлять свою энергию и следовать своим интуициям. А поскольку форма очень сложная, здесь все углы и с поднутрения снизу. Здесь еще есть проблематика того, что краска не так движется, как требует эта форма, начинаются подтеки. Вот, например, вот эту форму я перекрашивал около 4 раз, прежде чем она получилась. Конечно, это живопись, здесь порядка 5 цветов, и я только направляю свою энергию, следуя интуициям. Но малейшая ошибка, подтек, грязь. Если я вдруг больше дал цветов, чем соответствует сочетание химического пигмента, находящегося в краске, получается грязь. И я это смываю. Я смывал это 4 раза. Ну, я
пробовал, смывал, а каждый цикл все должно просохнуть, это химия. Вот эта покраска заняла неделю, то есть вот 4 ошибки, 4 раза я ее перекрашивал. Вот сейчас она готовится к Космоску. Это Лаокон, это часть проекта Breakfast at Kronos, завтрак у Кроноса. Это жрец, который кричал не пускать троянского коня в Трою. И это буквально его форма. То есть вот то, что мы видим, это пергамский алтарь, это тот слепок в Пушкинском музее Лаокона, который мы видим. Я нашел его гипсовый бюст и снял с него форму. Краска и вот ее растекание, и ее онтологизм, он должен был как-то случиться. Он либо должен был случиться, либо не случиться. Дальше я пылил хаотично с 2 аэрозольных баллонов. Краски смешивались, и я этим уже не управлял. Поллок, как отец этого абстрактного экспрессионизма, управление вот этими энергиями и непознанностью этими драйвами, и вот то, что вдруг нам не принадлежит, и мы оказываемся в этом событии, нам не принадлежащего. Вот. Этот проект будет показан на Космоску, и я себе как раз вот сейчас сделал костюм на ярмарку. Как мы помним, Джексон Поллок превратился ударом в дерево, в автокатастрофе, он превратился в кровь, мясо, его тело превратилось в этот дриппинг. И вот этот момент художник и его произведение. Вот где художник, а где Поллок и где его тело в момент автокатастрофы. Вот где эта граница, ее нет. Я сделал этот костюм для участия в Космоску. А можно, кстати, тоже часть такого арт-объекта? Ну, вам нужно это просто пережить, придется. Должен предупредить, что это всплеск, и он может получиться, он может не получиться. Будет решать случай, судьба. Доверимся. Мы можем попробовать оказаться в этом событии. Давайте пробовать. Как-то нужно подготовиться к этому. Если наш объект это куртка, как минимум мы должны уберечь все остальное. Так, приступим? Да. Дайте волосы, обязательно защитим. Да, спасибо. Да, Бэнкси терпел, нам велел. Вы их совсем убираете. Давайте защитим то, что... Угу. Да, можно спокойно перемещаться. Как я выгляжу? Русалка. Руки, если что, отмоем. Да. Так, цвет. Вот здесь никаких интуиций, здесь только энергия. Просто теперь мне просто нужно не бояться вас испачкать. Это разоблачение для тех, кто думал, что искусство это сложно. Дайте еще раз. Должен потечь. Космоску готово. Класс. Да. Мне нравится, что ты с левой стороны ближе к сердцу. Почему нет? Конкретно мы увидимся на Космоску, на стенде Гринвич. Не могу остановить. Да? Почему нет? Я готова к Космоску! Теперь вы все меня узнаете на выставке Космоску, как минимум по этой куртке. Не перепутайте с Лаоконом, кстати, рядом. Да, нельзя перепутать. Это коринфцы проиграли бой грекам, и их жен, и наложниц, царевин, и детей, они были пленены. И это Фидия мы видим, это вот как раз они рабыни держат портик.
Это скорее 21 год. Это я сейчас малотиражно выпустил для фондов, которые поддерживают меня потенциально для галереи. То есть мне сейчас нужен саппорт. И данный каталог выпущен в качестве презентации для промоушена этого проекта. Мне так нравится, что это связана история с древней мифологией греческой. Это эллинистическая традиция мышления. Очень многими недооцененная работа. Это то, что называется последние мили. Это вот когда нужно уже все сошлось. Вот оно покрашено, вот оно отлито, вот драпировка готова. Вот все И вот окончательно они должны встать на свои места. Вот это вот. Последний тюнинг. И вот это вот удивительно, но вот ошибка, но вот можем, вот, например, вот здесь это фаэтон, взял у отца повозку и рухнул, не справился, это великий миф. Да, и вот сегодня, да, и вот это вот архетипическое вот это начало вот этого дерзновения, которое есть в сынах, есть в мужах, есть в отцах, есть в мужчинах, это аполлоническое начало, вот это восхождение и те риски, и то, что ждет, прикоснувшись к этим. Да, и вот сегодняшнее низвержение, где вот в обломках супермаркетных колесен от тележки, там какие-то кирпичи, даже не кирпичи, это оказывается, что это игрушки плюшевые, это не кирпичи на самом деле, это мир симулякров, отсутствие вещих вещей, а их вечная бесконечная имитация. Да, и вот в частности, казалось бы, идея найдена, и есть художественный метод, и есть подход, но вот присадить, поймать этот ритм, плюс-минус, сделать эти вот влитость, решение вот этих вот креплений, вот эту вот окончательную фиксацию, вот она может убить все произведение, если это вот как-то, если вот это вот последняя миля будет вдруг станет не художественной, а просто производственной. Ну что, вот здесь вот собрали, раз, два, три. Вот я терял много и множество произведений на вот последних вот этих микронов. Здесь литье, разные материалы, здесь шитье, здесь слесарные работы, здесь скульптурная лепка, здесь гравировка, фрезеровка, резка, здесь множество операций. Я делаю, конечно же, только ту часть, где, с одной стороны, необходимо авторское начало, а с другой стороны, нету временной энтропии. Сейчас эпоха, когда нет времени. И трудоемкие длинные операции, безусловно, я делегирую. Вот эскиз вы делаете вручную или вы в 3D программе собираете? Нет, конечно, эскиза нет. Есть поисковый процесс, который заканчивается в момент завершения произведения. Современные скульпторы зачастую делают сразу в 3D, собирают, вот идут, делают такую модель на компьютере, а потом у них идет технический процесс уже живой. Слушайте, ведь это не важно. Это только визуализация. Вопрос, у тебя это в голове, у тебя это в карандаше, у тебя это в 3D. Ну, черт в ступе, какая разница. Важно, что оно либо есть, либо его нет. Понятно, что 3D-модель облегчает путь и ускоряет, но если под этим ничего нет, это все и превращается в ничего нет. Да, некоторые операции я делаю на рыбакуке, на 3D-модели, она точит, но вот здесь вот никакая рыбакука не поможет, это только моя рука. Вот я эту драпировку, вот, ну как, это же никто не нарисует и потом не приклеит. А вот эту форму я делал руками целиком. Вот лежит. Я буду в зоне тиражных работ в Космоского. И вот, собственно, вот эта вот зона сборки. Лаокона вы видели? Да, это будет такой хедлайнер, это будет как айстопер, это будет как центр гравитации стенда. И вот будут небольшие тиражные работы, вот они все собираются там сейчас как раз. С 11 числа. Всех ждем на стенде номер 5. Все, спасибо. Вам спасибо, это Вам было спасибо. замечательно. Рад был с вами познакомиться. Взаимно.